Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад Александра. В этом видео я покажу, как выращиваю маргаритки, какие сорта садовой маргаритки у меня есть, как я делаю посев маргариток, расскажу об особенностях выращивания, уходе за маргаритками и о том, как использовать маргаритки в садовом и ландшафтном дизайне. Присоединяйтесь! Маргаритка садовая – зимостойкий и светолюбивый цветок, напоминающий нам маленькую ромашку. Но в последние годы мне все чаще встречались маргаритки, привлекающие внимание красивыми помпонными соцветиями. Как оказалось, это новый сорт под названием маргаритка Tasso Baylis perennis Tasso Red. И в этом году я выращиваю именно такие густомахровые маргаритки немецкой селекционной компании Benary. Для тех, кто не очень знаком с маргариткой, скажу, что это многолетник, принадлежащий к семейству астровых, родом со Средиземноморья. Маргаритка Tasso, которую я буду сеять на рассаду, это аккуратные, компактные и умеренно облиственные цветочные кустики высотой до 12-13 см и около 15-18 см в диаметре. Эта маргаритка во время цветения всегда имеет большое количество цветоносов с соцветиями-помпонами. Расцветки очень впечатляют. Здесь и чистый белый, и с легкой розовинкой, и насыщенный розовый, и ярко-красный, и даже бордо. Маргаритка Tasso может выращиваться и как цветок для использования в горшечных кашпо, и для посадки в открытую почву, для украшения цветников, для бордюров и для альпийских горок. Вот характеристики растения. Высота куста 12-13 см, диаметр цветка 5-6 см, период цветения май-июнь. Растение неприхотливое к условиям выращивания и к уходу, имеет высокую декоративность, светолюбиво и зимостойко. Как же выращивать маргаритки? Эти растения не предъявляют особых требований к плодородности почвы и отлично приспосабливаются к различным условиям выращивания. Главное, место должно быть солнечным и влаги должно быть умеренное количество. Семена можно сажать как в плошки, в рассадные ящики, так и в открытый грунт весной или во второй половине лета. Поскольку семена довольно мелкие, я их выкладываю просто на поверхности почвы, в каждую ячейку по одной семечке. Для раннего цветения маргаритки нужно сеять уже в феврале, но я в этом году решила сэкономить на освещении и на тепле, поэтому сеяла в начале марта. Особых условий для выращивания создавать не нужно. Главное, для прорастания семян надо поддерживать температурный режим в пределах плюс 15, плюс 20 градусов Цельсия, а после того, как появятся первые листики, найти для крошек прохладное место плюс 15, плюс 18 градусов Цельсия, организовать регулярный полив и подкормки. Почва для посева семян маргаритки должна быть чистой, легкой, воздухопроницаемой, умеренно влажной. pH в пределах 5,5-6,2. Некоторые садоводы семена после посева на рассаду присыпают очень тонким слоем почвы. Для быстрой всхожести кассеты с посеянными семенами нужно накрыть прозрачным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или стеклом, и поставить в умеренно теплое, светлое место для проращивания. Обычно первые всходы при температуре около 20 градусов и большом количестве дневного света появляются через 10-14 дней, но у меня семена маргаритки взошли уже через неделю. Теперь, после того, как появились первые ростки, я буду выращивать рассаду маргаритки в более прохладных условиях, при температуре в пределах плюс 10, плюс 12 градусов и при хорошем освещении, не менее 16 часов. Влажность тоже должна быть умеренной. Маргаритка не любит ни засуху, ни переливы. Поскольку каждое растение у меня посажено в отдельную ячейку кассеты, пикировку рассады я делать не буду.
Для части растений сделаю только перевалку в горшке большего размера, а еще часть высажу прямо в открытый грунт. Пикировку и пересадку обычно проводят, как только растение сформирует 2-3 пары настоящих листиков. Но, конечно, нужно учитывать и погодные условия, и температурный режим, чтобы не повредить рассаду. В открытую почву семена маргаритки сеют с мая по июнь, заглубляют примерно на 1 см, присыпают слоем почвы и хорошо поливают. В таком случае ваша маргаритка покажет цветение только в следующем году или в крайнем случае ранней осенью. Маргаритки прекрасно растут при температуре плюс 6, плюс 10 градусов Цельсия. Более низкие температуры задерживают формирование бутонов, а вот более высокие приводят к нарастанию обильной листовой массы. Имейте это в виду, если хотите получить обильное и долгосрочное цветение. Поливаю я растения умеренно, а также регулярно обрабатываю от мучнистой росы, потому что маргаритки часто подвержены этой грибковой инфекции. Надо сказать, что маргаритка прекрасно размножается самосевом. Материнские растения сорят семенами, и часто вокруг них вырастают целые островки красивых молодых маргариток, детенышей. Обычно эти самосевные крошки расположены слишком близко друг к другу, и их нужно прореживать, пересаживая на другое свободное место. Расстояние между растениями должно быть в пределах 15-20 см. Имейте это в виду. Такие пересадки лучше делать в конце лета, в начале осени. Чем и когда подкармливать маргаритки? Лучшее время для подкормок ранней весной, когда растение набирает силу. Используйте комплексные и минеральные органические удобрения. Как же использовать маргаритки в ландшафтном дизайне? Лучшие партнеры для этих цветов – это, конечно же, примерно те, которые цветут с ними в одно время. Фиалки, поздние ботанические тюльпаны, незабудки. Благодаря широкой цветовой гамме из таких цветов можно создавать великолепные цветущие ковры в саду или на клумбе. Ну что ж, на этом у меня пока все. Кстати, напишите в комментариях, вы выращиваете маргаритки? Вам нравятся такие цветы? Спасибо за просмотр. Скоро увидимся.